Как перевестись из одного вуза в другой? Студенты имеют право на перевод из образовательной организации, в которой они обучаются, исходного вуза в другую образовательную организацию, принимающий вуз. При этом перевод может осуществляться в соответствии с общим порядком, а также с учетом особенностей, предусмотренных законом, пунктом 3 части 1 статьи 33, пунктом 15 части 1 статьи 34 Закона от 29 декабря 2012 года номер 273 ФЗ. Следует отметить, что образовательные организации могут принимать локальные акты, в том числе о порядке и основаниях перевода, однако нормы данных актов, ухудшающие положение обучающихся по сравнению с установленным законодательством об образовании, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией, статья 30 Закона номер 273 ФЗ. Общий порядок перевода из исходного вуза в принимающий. По общему правилу перевод из исходного вуза в принимающий допускается не ранее, чем после прохождения первой промежуточной аттестации в исходном вузе, пункт 9 порядка, утвержденного приказом Минобрнауки России от 10 февраля 2017 года номер 124. Для перевода из исходного вуза в принимающий рекомендуем придерживаться следующего алгоритма. Шаг 1. Получите справку о периоде обучения в исходном вузе. По вашему заявлению исходный вуз в течение 5 рабочих дней выдаст вам справку о периоде обучения. В данной справке в том числе указывается перечень и объем изученных учебных дисциплин, оценки, выставленные при проведении промежуточной аттестации, пункт 11 порядка. Шаг 2. Обратитесь в принимающий вуз с заявлением о переводе. Подайте в принимающий вуз заявление о переводе с приложением вышеуказанной справки, а также иные документы, по вашему усмотрению, подтверждающие ваши образовательные достижения. При переводе на обучение за счет бюджетных средств в заявлении о переводе необходимо зафиксировать факт того, что студент соответствует требованиям для такого перевода, пункт 11 порядка. Шаг 3. Дождитесь решения принимающего вуза. Принимающий вуз в течение 14 календарных дней со дня представления заявления о переводе оценивает полученные документы, определяет дисциплины, которые будут вам перезачтены или переаттестованы, а также период, с которого вы в случае перевода будете допущены к обучению. В случае, если заявлений о переводе представлено больше количества вакантных мест, принимающий вуз проводит конкурсный отбор среди лиц, представивших такие заявления, пункты 12 и 13 порядка. В течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении принимающий вуз выдаст вам справку о переводе с приложением перечня изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы вам при переводе, пункт 14 порядка. Шаг 4. Оформите отчисление из исходного вуза. Для этого напишите заявление об отчислении вас из исходного вуза в порядке перевода с приложением справки о переводе. В течение 3 рабочих дней со дня поступления этих документов исходный вуз издаст приказ о вашем отчислении в связи с переводом в другой вуз, пункты 15 и 16 порядка. Затем в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа вам выдадут выписку из приказа об отчислении, документ об образовании или об образовании и квалификации, на основании которого вас зачислили в вуз, далее документ о предшествующем образовании. Их можно получить лично или через представителя по доверенности. Также по вашему заявлению возможно их направление по почте на ваш адрес или в адрес принимающего вуза, абзац 1 пункта 17 порядка. При этом вам потребуется сдать в исходный вуз студенческий билет и зачетную книжку, абзац 2 пункта 17 порядка. Шаг 5. Оформите зачисление в принимающий вуз. Представьте в принимающий вуз выписку из приказа исходного вуза об отчислении в связи с переводом и полученный документ о предшествующем образовании, оригинал или заверенную копию, пункт 19 порядка. В течение 3 рабочих дней после поступления данных документов принимающий вуз издаст приказ о вашем зачислении в связи с переводом. Если вы поступаете на платное обучение, до издания приказа о вашем зачислении с вами должен быть заключен договор об образовании. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении вам выдадут студенческий билет и зачетную книжку, пункт 20 порядка. Примечание. Перевод студента, получающего образование за рубежом, осуществляется в ином порядке, пункты 18 и 19 порядка. Особенности перевода студентов по образовательной программе с использованием сетевой формы.
Зачисление в вуз при реализации в сетевой форме основных и дополнительных образовательных программ осуществляется путем перевода в указанный вуз без отчисления из исходного вуза в порядке, определяемым локальными нормативными актами указанной организации, часть 1 статьи 15 Закона номер 273 ФЗ, пункт 9 порядка номер 124, приказ Минобрнауки России номер 882, Минпросвещения России номер 391 от 5 августа 2020 года. Перевод студентов допускается в любое предусмотренное образовательной программой время. Перевод осуществляется на основании письма исходного вуза в принимающий в соответствии с договором о сетевой форме между указанными вузами. К письму прикладываются список студентов и копии личных дел, пункты 9 и 21 порядка номер 124. Результаты промежуточной аттестации, проводимые исходным вузом, являются результатами промежуточной аттестации по сетевой образовательной программе и не требуют зачета в принимающем вузе, пункт 12 порядка, утвержденного приказом номер 882/391. В течение 5 рабочих дней со дня поступления указанного письма принимающий вуз издает приказ о зачислении студентов в порядке перевода. При этом до получения письма принимающий вуз своим распорядительным актом может допустить студентов к обучению. В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении студента в порядке перевода принимающий вуз выдаст ему студенческий билет и зачетную книжку, пункты 22 и 25 порядка номер 124. Особенности перевода, связанные с невозможностью осуществления деятельности вуза. Причиной перевода из исходного вуза в принимающий может также стать прекращение деятельности вуза, приостановление или аннулирование лицензии, приостановление лишения или истечение срока действия у вуза государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе. Перевод студентов по указанным основаниям осуществляется в специально установленном порядке, частью 9 статьи 34 Закона номер 273 ФЗ, пункт 1 порядка, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 августа 2013 года номер 957, пункт 1 порядка, утвержденного приказом Минобрнауки России от 7 октября 2013 года номер 1122. В таких случаях учредитель исходного вуза или уполномоченный им орган управления выбирает принимающий вуз. Перевод студентов осуществляется на ту же профессию, специальность, направление подготовки высшего образования с сохранением формы, курса и основы обучения, а также его стоимости в случае платного обучения. При этом перевод не зависит от периода, времени учебного года, пункты 3 и 7 порядка номер 957, пункты 3 и 7 порядка номер 1122, письмо Минобрнауки России от 28 марта 2017 года номер 05 ПГ МОН 8938. Следует учитывать, что перевод студента с изменением профессии, специальности, направления подготовки высшего образования или в выбранный им иной принимающий вуз осуществляется в соответствии с общим порядком перевода, пункт 4 порядка номер 957, пункт 4 порядка номер 1122.